Всем привет, это канал OutSound и наша новая рубрика «Битва усилителей». Поможет нам в ней пока еще недоделанный стенд LoudSound KZ13. Это никак не связано с AZ13. Это связано то ли с кузей, то ли с коротким замыканием, как я люблю шутить, что в принципе является одним и тем же. Сегодня у нас в тесте Machete MA1500 и SWAT MDX15. Оба усилителя с заявкой 1,5 киловатта в 1 Ом и 1 киловатт в 2 Ома. Оба усилителя у нас D-класса. Оба усилителя у нас стоят примерно одинаково в районе 10 тысяч рублей. Стенд KZ13, чем он такой уникальный? Почему я в предыдущем видео сказал, что он первый и единственный пока в мире? Давайте по порядку. Для визуализации мощности усилителей у нас используется моноблок. Это полноценный персональный компьютер, который умещен в корпус монитора. Для замера значений у нас используется прибор от компании SPL Lab Next LCD. Он позволяет снимать показания сразу двумя датчиками, сразу с двух устройств. И спасибо ребятам из SPL Lab, они по нашей персональной просьбе разработали для нас вот такой вот очень эргономичный интерфейс, где мы можем выбрать нужные нам значения, можем оставить только мощность, можем оставить мощность показателями напряжения, силы тока и сопротивления, или можем вывести абсолютно все показатели. Для подачи сигнала мы можем использовать как головное устройство любой тон-генератор, мобильный телефон, магнитолу и так далее. В данный момент мы используем сейчас мобильный телефон. Для подачи плавного сигнала мы используем плавные регуляторы DevBones. Плавно мы можем подавать сигнал. И сразу же у нас SPL Lab нам показывает синусоид. Вот. Мы можем докрутить до сигнала с клипом, чуть-чуть назад, и будем видеть чистую мощность. Одним из самых больших неудобств при тестировании усилителей всегда являлась необходимость быстрой смены сопротивлений, в которые стреляет усилитель. То есть нужно отключать акустические провода, перекоммутировать как-то резисторы, в которые мы обычно стреляем. Для этого здесь используются вот такие вот тумблеры. И в реальном времени мы можем поменять сопротивление, в которое стреляет усилитель. Сейчас я вам это продемонстрирую. В данный момент оба усилителя у нас работают в нагрузку 4 Ома. Кузя сейчас нажмет на тумблер. И усилители у нас уже работают в 2 Ома. Сопротивления пока реализованы не все. У нас в данный момент используется 8 огурцов, так называемых, по 2 киловатта каждый. Сопротивление каждого 8 Ом. Таким образом мы можем сейчас стрелять в нагрузку 2 по 2 Ома, 2 по 4 Ома. Да? Пока не можем стрелять одновременно в нагрузку 2 по 1 Ому, но мы ждем еще сопротивления. Когда они приедут, у нас будет достаточно сопротивлений для того, чтобы стрелять даже в 8 каналов, каждый по 4 Ома. Ну и, соответственно, ниже каждый в 2 Ома и так далее. То есть мы можем нагружать любым сопротивлением до 8 каналов. Также обратите внимание на литий. У нас здесь 700 ампер-часов, 4 банки. Каждая по 3,5 вольта, подкрепленных блоком питания на 100 ампер. Также у нас есть еще один такой блок питания, на всякий случай, если вдруг у нас мощности будет не доставать. Абсолютно все индикаторы, включая температуру, есть у нас также на передней панели. Вот эти два показывают у нас температуру корпуса. Далее мы видим вольтаж на входах каждого усилителя, чтобы видеть, кто сколько сожрал. И вольтаж на каждой банке лития, для того, чтобы следить, чтобы не было разбега, потому что при перезаряде каждой банки, одной из банок, может произойти вот такая вот неприятность. Мы ее называем сиська. Вот чтобы не было сисек, следите за вольтажом на каждой банке. Один тумблер у нас выключает все датчики, второй выключает усилители. SPL Lab для точности показаний у нас позволяет продеть больше витков, чем один. И в самой программе есть множитель X10. То есть мы столкнулись с тем, что при показаниях низкого тока, там в районе 10 ампер и ниже, SPL Lab не совсем точно показывает силу тока. Мы калибровали эти приборы по флюкам,
которые имеют все сертификаты, поверки там, с официальными печатями. Вот при таком подключении, при продевании 10 витков и включенном множителе X10, показания абсолютно точные и соответствуют поверенным флюкам. Не все у нас по стенду еще завершено. Здесь будет столешница из черного каленого стекла. Соответственно, ждем больше сопротивлений. И столкнулись сейчас с необходимостью обозначить, где у нас здесь 1.2, где у нас здесь 1.2, где у нас здесь, чтобы было понятно, какие показания какому усилителю соответствуют. Сейчас у нас сверху вниз, слева направо все. Соответственно, вот это усилитель первый, это второй. То есть верхний мачете, нижний сват. Здесь у нас мачете, сват. И здесь у нас мачете, сват. Давайте проверим, чтобы не было вопросов. Даем чуть-чуть мощности на мачете. Вот, подожди, я сейчас так, чтобы было видно. Так, вот мачете у нас 200 ватт отдает. Давай крути гейн. Это он, да? И также смотрим вот на эти цифры. Ну-ка, навали. Вот верхний проседает. Так, верхние цифры. Все, сейчас у нас все в нолях. 50 Гц. Крутим одновременно оба усилителя до появления клипа и потом чуть-чуть назад. Альфард. Назад. И сват. Нет, альфард левый. Посмотри, Кузя, ближе покажи. Чистый сигнал. И чистый сигнал. Итак, дамы и господа, я вам представляю первый в мире замер одновременно двух усилителей на стенде Loudsound KZ13. Мы с вами сейчас в реальном времени видим, что мачете отдает нам около 900 Вт, а сват около 780. Таким образом, при замере в 2 Ома официально побеждает мачете. Обратите внимание на температуру. Мачете прогрелся у нас до 30 градусов. Сват все еще холодный, но и радиатор у него в 2 раза больше. Здесь нужно будет отметить то, что, скорее всего, охлаждаться он из-за этого будет лучше. Сейчас у нас речь идет, конечно же, о чистом сигнале. Сейчас попробуем стрельнуть в шишку. Возможно, сейчас кто-то помрет. Первый альфард. 1400 Вт. И сват 1300 и сильно загудел. Не будем искушать судьбу. Вернее, будем, но чуть позже. Включили зарядное устройство. Сейчас немножечко зарядим литий. Он просел. Сейчас стреляли без зарядки. Ну, победитель у нас уже есть, но мы сейчас посмотрим с лучшим питанием, подпертый блоком. Ну, вот они, реальные цифры прогретых усилителей. В данный момент мы видим, как мачете отдает у нас чистого сигнала 920 Вт. И 780 видим на сват. Температуру, обратите внимание, 35 градусов уже на мачете, он достаточно так горячий. Сват практически не греется. Теплые сопротивления, напомню, каждая из них по 2 киловатта может выдержать. Сейчас, пока они отдыхают, пусть немножечко поработают. Мы переключим сейчас в 4 Ома. Сейчас это вот в реальном времени сделаем, чтобы вы прямо увидели, как это происходит. Вот у нас 2 Ома, 2 Ома. Кузя, переключай. Теперь имеем 4 Ома. Теперь сравним заявку в 4 Ома. Напомню, в 4 Ома сват заявляет 650 Вт, мачете чуть меньше 600 Вт. Более честная заявка у мачете. Проверим, сколько они отдают в 4 Ома. В реальном времени 4 Ома видим небольшое, но преимущество у мачете. Теперь стрельнем в 4 Ома в квадрат. То есть все на всю. 920, посмотри, как четко квадрат. Прям один в один. Грязный сигнал, усилители у нас показали прям один в один. Ни разу такого не видел. Тем временем у нас мачете прогрелся уже почти до 40 градусов, а сват у нас все еще холодненький. Сейчас мы немножко проветрим помещение, немножечко студим усилители и стрельнем каждым из них в один Ом. Итак, момент истины. Сват, брат, сейчас нам отдаст киловатт. 1,5 даже может быть. Смотри, я с стихами заговорил. Так, остудили усилители, подключили в 1 Ом сват. Сейчас у нас только сват в 1 Ом, потому что у нас пока сопротивления нет. Короче, это вот такой вот крутой стенд, на котором можно тестировать 2 усилителя одновременно, но мы не можем тестировать сейчас на нем 2 усилителя одновременно. У нас еще не все сопротивления пришли, поэтому пока по очереди. Сват в 1 Ом. Заявка 1,5, напоминаю. Поехали. 200 Вт.
300, 400, 500, 600. Пока мощность чистая. 800, 900. Чистая мощность киловатт есть. Киловатт 100. Киловатт 200. 1 Ом, ребята. Киловатт 300. 400. И пошел скос. Ну давайте до квадрата уже докручу. Квадрат и чистый сигнал. Чистый сигнал киловатт 300, ну, киловатт 400, скажем. Итак, мачете 1 Ом, 200 ватт, 300, 500, 600, 800, 900. Сигнал пока еще чистый. Вот здесь у нас идет скос. Видите, да? Обратно чуть-чуть. Киловатт 420. Оба выдержали и 4, и 2, и 1 Ом. И это хорошо, потому что это сложные для них условия на самом деле. Сейчас мы подключаем оба в 2 Ома и смотрим, какой из них первым сдастся. Да, это оригинальный руль от Тринашки. Итак, дезматч. Сейчас какой-то усилитель выйдет из строя, ну, либо уйдет в защиту, если он умный. Если он туповат немножечко, то он, скорее всего, сгорит. Мы делаем квадрат в 2 Ома. Все на всю везде. Итак, у нас оба усилителя в максимуме. И мачете отдает нам 1,5. Сват чуть меньше, киловатт 400. Сват достаточно ощутимо загудел. Сейчас я микрофон сниму, поднесу. Посмотри, просадка, 13 вольт. Литий с блоком у нас достаточно неплохо вывозят. А вы отходите подальше, вы думаете, взорвется сейчас что-то? 12,9 вольт. Киловатт 400 осталось на мачете, киловатт 300 упал сват. Все громче гудит у нас блок. На литии осталось 12,9. Малыши достаточно серьезно просаживают. 26 градусов мачете, 24 градуса сват. Киловатт 370 осталось на мачете, киловатт 270 на, ну примерно вот в 100 ватт в пиках мы сегодня увидели, что мачете у нас дает больше. А сват как гудел, так и гудит, кстати, надо отметить. Киловатт 350 на киловатт 250. На литии 12,7 осталось. Киловатт 340 на киловатт 240. Также разница в 100 ватт, мощность падает. Кто-то заруба, я понимаю, да? Да думаешь, литий проиграет? Ну, кто-то проиграет. У нас 3 киловатта сейчас почти вылетает. А ну, пощупай их, Кузя. Не ссышь? А чё? А, думаешь, они взорвутся и тебе руку оторвет? Так лучше мне коленки, да, пусть тогда оторвет. Нет, они не взорвутся, но там по ним как раз... Ну каждая на 2 киловатта, у нас летит всего 3. Ну как ты думаешь? Им вообще по барабану там этим сопротивлением. 12,6, 12,5 остается на литии у нас. И это у нас входное напряжение на осях. Очень одинаковые усилители, надо сказать. Это у нас первый такого рода усилитель. Усилительный тест, да, Кузя? Хорошо, что это не 10 киловаттники сейчас тут лежат, согласись? Было бы немножечко очкливо. Думаешь, литий бы проиграл? Готов. Первым мачете. Сват выиграл, ребята, вот он работает. И отдает киловатт 270. И гудит как сука. Температура 34,6. И мачете у нас раскаленный. Трогать я его не могу. То есть он еще в датчик не все отдал. Датчик у нас тоже не в самом, я думаю, горячем месте. Но рукой до него дотрагиваться нельзя. Мы видим, по крайней мере, что температура отличается кардинально. Но этот, ох, ни хрена себе, он тоже достаточно сильно прогрелся. Да, мачете у нас ушел в защиту, но мы сейчас попробуем сделать рестарт. Неважно, я думаю, что это температурная защита. А, он включился. Покажи. Он работает. И давай посмотрим мощность. Да, у нас оба усилителя работают, никто не сдох, но и одного Ома сразу на 2 усилителя у нас нет. Итак, выводы. Усилители оба D-класса. Мачете более выгоден в инсталляции, где
недостаточно места, но вместе с этим нужно будет обязательно позаботиться об охлаждении. Усилитель чуть мощнее свата, но при этом он из-за своего размера больше боится перегрева, что мы сегодня и увидели. По стоимости усилители отличаются не сильно, оба есть у нас в наличии в магазине loudsound.ru. 1500 мачете будет стоить 10 500, и сват будет стоить, ну, грубо говоря, на 600 рублей дешевле, 9 900. Оба усилителя есть. Я сейчас, ты, надеюсь, попадает в кадр, палец я рисую, что это у нас экран, тач, это первый в мире стенд, как я люблю говорить, LoudSound KZ13. Я надеюсь, обзор, тест, краш-тест, что угодно вам понравился. В таком формате мы будем проводить тесты еженедельно. Это то, о чем я говорил, тесты усилителей. Ужасно скучная хуйня, но я постарался как мог сделать ее более информативной и развлекательной для вас. И как итог, сегодня у нас кто побеждает? Кому отдадим первенство? Я бы сказал ничья. Ничья. Один больше, другой меньше. Один чуть мощнее, но дороже. То есть вот по совокупности всех факторов я бы сказал, что и тот усилитель хороший. Мало охлаждения, берите лучше сват. Мало места, берите лучше мачете. Не хватает 600 рублей, берите лучше сват. Есть бабло, берите мачете. Вот в реальном времени можем усилитель подключить, запустить, выставить чистый сигнал. Вот видим 920 на 820. Ну и скос уже пошел небольшой. И давайте опять все на всю. Тейнс. Я буду долго гнать велосипед. Смотри, 100 ватт, видишь, так же и есть. Примерно. А этот трещит еще, слышишь? Пердит. Оп! Есть. Ну ему не нравится, все, он уже готов. Видишь? Мачете помирает. Жарко ему. Надеюсь, тест усилителей вам очень понравился. Не забудьте подписаться, не забудьте поставить лайк и не забудьте про то, что у нас появилась новая рубрика «Громкие новости». Не забывайте про правила 3П. Подпишись, поделись по-братски. Всем пока, живите громко. Вернее, будем, но чуть позже. Ты опять сверху вниз снимаешь под углом. Он вот так вообще снимает. До горизонта до пи***ц там, это я потом поправляю. Я что Тиграну, что Кузе отдаю, я потом вот так вот, понял? У меня вот такая картинка. А что ты сейчас снимаешь? Вон те красные хуйни. Ну, фон какой. А, и дверь охуенная, красивая. Ну, что тебе, блядь, вот ты вот оператор, ты снимаешь сейчас, ты что видишь? Ты дверь видишь, эту хуйню. Ну, подойди вот сюда, обойди, у тебя будет только стена и стенд, понимаешь? Вот эти вот предметы, красные, желтые двери, они не нужны в кадре. Ты вот это снимаешь. Четырехконтурное охлаждение у нас. А что, мачете вьет, они на нас обидятся и сам буферы не дадут в тренажку, да? Запись остановил же? Надо сделать, чтобы мачете выиграл, понял, Кузя? Смотри, не снимай, это секретная информация. Добавляй там омов всего, чтобы он взорвался только, понял? То есть не взорвался, понял? Он не должен, вот этот должен не взорваться, запомни. Это от тренажки старый руль, продается. Да рот. Да не показывает. Нет, это реально от тренажки старый руль. Не суть.